Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на июль 2025 года для восходящих водолеев. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. Также, если вы не знаете точное время своего рождения, разбежка там час, два, три, то постройте, пожалуйста, тогда свой гороскоп на то время, которое вам известно. Посмотрите, в каком знаке зодиака находилась Луна и Солнце в день вашего рождения, и тогда вы можете смотреть прогнозы на этом канале для знака зодиака Луны в первую очередь и для знака зодиака Солнца. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает водолеев в июле 2025 года. Первое июльское событие 10 июля у нас будет полнолуние для водолеев в 11 доме гороскопа. Полнолуние в 11 доме гороскопа может означать большие покупки, большие траты, списание денег со счетов, может означать переоформление, допустим, счетов, карточек, выход из каких-то сообществ, может быть, перемены в отношениях с друзьями, а может быть, вы кому-то какой-то подарок подарите. Следующее событие 13 июля до 28 ноября у нас будет ретроградным Сатурн в вашем втором доме гороскопа, в доме денег. Конечно же, ретроградность, вы уже, наверное, все знаете, это период, когда могут быть задержки, препятствия, какие-то тормоза в тех делах, которыми, в принципе, управляет эта ретроградная планета, на которую она указывает. Но также это период, когда хорошо бы вернуться к тому, что мы когда-то начинали и бросили, тоже по этой ретроградной планете. И Сатурн, конечно, для водолеев — это, во-первых, управитель всего вашего гороскопа, то есть планета, которая отвечает за ваше здоровье, поэтому, ну и не только здоровье, имидж, самочувствие, внешность, и поэтому, конечно, могут быть какие-то желания взять и поменять свой имидж, взять и поменять там, отрастить волосы, отрезать волосы, что-нибудь такое. И желательно, конечно, каких-то резких экспериментов с внешностью не проводить, быть бдительными к своему здоровью, но также Сатурн у нас будет ретроградным во втором доме гороскопа, это дом денег, поэтому это может касаться перемен в ваших финансах, и это же, поскольку это второй дом гороскопа, он может давать перемены и в работе, то есть это могут быть такие события: хотели уволиться, не получается, какие-то есть вопросы, вас там задерживают на работе, либо уже давно вы хотели уволиться, и сейчас у вас, когда Сатурн начнет свое ретроградное движение, хоп, раз, точно, я же хотел или хотела уволиться, пойду. Также вопросы могут касаться каких-то оплат, платежей, особенно из-за границы, из другого города. Может быть, вам наконец-то дойдут какие-то деньги, либо если вам кто-то заплатит, то эти деньги могут где-то теряться, поэтому в платежах могут какие-то вот такие вопросы возникать. Вопросы изучения иностранных языков. У кого-то из водолеев может быть такое, допустим, вернуться к изучению иностранного языка. Либо наоборот, начинаете изучать сейчас иностранный язык и забрасывать. Вопросы лечения зубов, зрения, горла, может быть, даже ораторское мастерство. Вот это вот все может оно у нас немножко быть. Либо созреют желание, чтобы доделать и еще раз к этому вернуться, либо наоборот, если у нас сейчас созревает какое-то желание, мы начинаем его реализовывать, то оно может немножко встречать сопротивление. В районе 14-20 июля будет соединение Марса с Кету в вашем седьмом доме гороскопа. Седьмой дом — это дом брака, дом партнерства, личной жизни, дом команды, дом коллег по работе. Дальних путешествий тоже, кстати. Но что интересно, что вообще
Марс и Кету — это планеты у нас очень похожи, потому что они считаются, что управляют Скорпионом вместе. И при этом Кету у нас подобен Марсу, он действует так же импульсивно или так же быстро и резко, как Марс. И поэтому вот это соединение Марса и Кету может давать какие-то резкие перемены в отношениях, резкие перемены в команде, в статусе, в документах у вас еще, в договоренностях, в каких-то заключенных соглашениях. Может быть такое. Даже вот вчера еще не подозревали, вчера еще даже не планировали, раз сегодня резко решили, подали заявление и послезавтра расписались. Либо может быть такое, что вы заключили, допустим, договор, и он резко разрывается, какой-то договор, резко разрывается какое-то соглашение. Может быть даже, опять же, вопросы работы, какие-то скрытые обстоятельства в работе, скрытые обстоятельства в каких-то документах. Поэтому, кстати, все, что касается документов, все, что касается договоренностей, все, что касается каких-то таких процедур, даже смена имени, бизнес, открытие, закрытие, все должно проходить тщательную проверку. И даже я бы сказала, что в эти дни с 14 по 20 июля вопросы там вступления в отношения, вопросы заключения каких-то соглашений, вопросы оформления документов, вопросы, может быть, даже когда вы встречаетесь, вот человека встречаете и считаете, что он все вам друг. То есть здесь нужно очень сильно в эти периоды доверяй, но проверяй. И лучше, конечно, не подписывать какие-то официальные бумажки, я бы сказала, в это время, может быть, даже не договариваться о чем-то конкретном. На словах, может быть, да, потому что вот есть такие истории, что это может как-то внезапно развернуться. Может быть, какая-то будет такая история, когда вы планируете одно, получается другое. С 16 июля по 16 августа Солнце будет идти по вашему шестому дому гороскопа. Солнце в шестом доме гороскопа — это, конечно, период всем помогать. Во-первых, мы просто получаем в этот период удовольствие, когда мы лечим, когда мы исправляем, когда мы ищем ошибки, выявляем какие-то ошибки, анализируем, критикуем, может быть. Также транзит Солнца по шестому дому гороскопа может быть необходимостью. То есть, скорее всего, это вот какой-то период, когда мы заботимся о ком-то. Также транзит Солнца по шестому дому гороскопа может давать необходимость посещения с питомцем, ветеринарных клиник. То есть это еще и лечение, забота о животных. Может быть, допустим, кто-то найдет там котенка, щенка и так далее. И есть еще тенденция на то, что совместно с партнерами мы можем вступать в какую-то борьбу, либо совместно с партнерами выполнять какую-то работу, либо совместно с командой участвовать в каком-то конкурсе соревнований, допустим, на государственном уровне, что-то такое. И выясняются в этот период какие-то косяки на самом деле, потому что Солнце что-то проясняет по работе, допустим, по кредитам, по лечению, по таким вещам, и может что-то прояснять, и может что-то проясняться еще в работе, именно кто где накосячил. С 18 июля по 11 августа в этом же шестом доме гороскопа будет ретроградным Меркурий. И Меркурий вот у вас тоже такую создает комбинацию на то, чтобы решать вопросы, которые были раньше от вас скрыты. И Меркурий-то уже, в принципе, в шестом доме гороскопа и будет до начала своей ретроградности. И, может быть, вы уже какие-то вопросы уже узнаете, но, возможно, вы их будете решать не с первого раза. Либо, возможно, будет так, знаете, вроде решил, а оно потом опять. Вроде решил, а оно потом опять. То есть нужно будет повторно несколько раз решать какие-то срочные скрытые вопросы. Нужно будет повторно несколько раз, в том числе, наверное, сдавать экзамены. У вас есть такая тенденция. Может быть, еще ходить с ребенком за какими-то справками по поликлиникам, либо собирать какие-то справки на учебу. И это может быть очень муторно, то есть не с первого раза дают справку, вот такого вот рода вопросы. И поиск работы тоже, кстати. Если вы будете в этот период искать работу, то будьте готовы к терпению, потому что Меркурий очень долго будет идти по вашему шестому дому гороскопа и с ретроградностью, то есть может быть такое, что все, иду сюда, а потом нет, новое предложение, потом взвешивать
тоже надо. А может быть, допустим, вам сказали, что мы вас берем, вы уже там резко уволились, и вам говорят, что нет, мы передумали, поэтому что-то даже надо, наверное, делать для подстраховки, чтобы таких ситуаций не было. В общем, Меркурий ретроградный может в рутине, в режиме дня немножко так навести шороху в вопросах медицинских, банковских, судебных, у кого-то кредитных и так далее. А 24 июля состоится новолуние в вашем шестом доме гороскопа. И новолуние в шестом доме гороскопа вот кому-то может дать новую работу, кому-то посещение, допустим, поликлиники, кому-то начало занятий спортом в каком-нибудь новом спортзале. У кого-то это может быть, ну, какой-то кредит, допустим, да, хотя это не рекомендация, но просто вот что может давать новолуние. Или начало какого-то процесса, там, допустим, по изменению режима дня, либо избавлению от вредной привычки. С 26 июля по 20 августа будет кайфушный для вас транзит, максимально кайфушный. Там, конечно, Солнце с Меркурием у нас по шестому дому гороскопа, но Венера тоже будет тянуть на себя одеяло, потому что Венера — планета любви, красоты, удовольствия, развлечений, будет идти по пятому дому, дому развлечений, дому детей, дому отдыха, дому проекта. И Венера для вас очень сильная планета, она будет для себя в очень хорошем положении. Во-первых, она дает тенденцию на рост доходов в этот период. Во-вторых, она дает тенденцию на то, чтобы, конечно, очень сильно залипать в сериалах, получать удовольствие от жизни, развлекаться, ходить на какие-то концерты, налаживать отношения с детьми, получать кайф от учебы, заниматься творчеством, какими-то проектами. В общем и целом отдыхать, да, очень много, если вы не в отношениях, то у вас может быть период такой романтики, кайфа, влюбленности, походов на свидание, получения подарков. Поэтому я считаю, что транзит Венеры по пятому дому гороскопа для вас очень классный. И нужно насладиться. С 28 июля по 13 сентября Марс будет находиться в вашем восьмом доме гороскопа. Ну, транзит Марса по восьмому дому гороскопа, конечно, для кого-то из водолеев может принести такой эффект, как наследство, либо может быть такое, как незаработанные деньги, ну вот такие какие-то споры по поводу денег могут быть. Также это может быть период резкой, допустим, у кого-то из водолеев продажи недвижимости, продажи транспорта, резкого переезда, например, тоже такое может быть. И здесь еще нужно быть внимательнее очень к своим там гаджетам, телефонам, компьютерам, к своей технике, к документам, потому что это может быть резко, допустим, там телефон куда-то засунули, потеряли, не знаете, где телефон. А может быть смена документов такая кардинальная, имени, фамилии, наименования, либо все документы там поменять, фамилию, например, во всех документах поменять. Что-то может быть такое тоже происходить по документам. Также есть тенденция на какие-то тайные договоренности, тайные переписки, тайные какие-то, может быть, исследования. Ну, не исследования, скорее, тайные вот какие-то такие вот, когда вы, например, работаете, и в этот период параллельно ищете работу, и никто не должен знать о том, что вы это делаете, у вас есть такая какая-то длительная история. Либо в тайне от каких-то других людей вы ведете какую-то такую деятельность, чтобы никто не знал. То есть какие-то тайны у вас будут в период транзита Марса по восьмому дому гороскопа, какой-то секрет, который вы будете хранить. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июль 2025 года для восходящих водолеев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.